Всем привет, вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить игру Baldur's Gate 3. Мой любимый Baldur's Gate, обожаю. И я уже забыла, что тут происходит. Более того, вы представляете, это мой рекорд. Я не заходила в Baldur's Gate из-за того, что я играла в Dragon Age. Я не заходила в БГ около 4 или 5 дней. Ты прикинь? Я грибу. Это просто... Ну, это нечто, правда. Вот это перерыв, я понимаю. Ну, типа, я в Baldur's Gate играю чуть ли не каждый день. Я его обожаю, как вообще, как себя. Ты шо? А что у нас происходит? У нас дофигалион заданий. Я поставила запись, да. У нас дофигалион заданий, но, в принципе... Сейчас пойдем, куда пойдем? Я так думаю, да? Да. Здесь мы вроде как все закончили. Мы здесь были в морге? Вроде были. Покажи свой инвентарь. Легкие мистического падальщика. Держи их пока при себе, давай. Да, мы здесь все сделали. Пошли дальше. Куда получится, туда пошли. Пу-пу. Задание. А, я же хотела вам показать самую имбовую... Как это называется? Булаву. Моргенштерн. Не помню. Булаву, короче, в игре. Это значит, что нам нужно... Так, а че я просто не перемещусь? Я перемещусь, конечно. Короче. И вроде как этого не убрали, если я не ошибаюсь. Но anyway, сейчас мы посмотрим, убрали или не убрали. Вроде нет. Это прям вот тут. Киот штормового берега. Да. Киот штормового берега. Короче, как получить самую сильную булаву в игре? Заходим мы в этот киот. Сразу давайте обезвредим все. Это твою ж налево. Конечно, мне нужно было сюда стать. Обезвредь. Думаю, ты справишься. Вот эту тоже. Угу. Someone doesn't like visitors. Все, в принципе, теперь можно стать здесь. Come on, let's go. There we go. Ты здесь? Ты тут. Ну и я. А я пойду. Короче, нам для того, чтобы это получить, нужна жрица. Я жрица. Сундук для подношений. Амулет кликуши. Теперь мы впали в божественную немилость. В принципе, я могу развеять это с себя.
У меня есть снятие проклятия? Появляется у нас чертяка Камбиан. Появился и хорошо. А почему Камбиан, а не Дева? Разве не Дева должен появиться? На самом деле, вроде как булава-то у Девы. А я хз, может, у него тоже что-то есть? Давай посмотрим. Ready for some good news. Halfling essence. Ready for anything. Where do I go from here? Breathe deep and move. На самом деле булава должна была не булава, а вообще на самом деле должен был появиться Камбиан. What a Он еще и charmer. пропал сразу, ля. А ну подними. Невозможно взять. Кто может из вас взять? Подбери. Камбиан. Боже, ДБ. Булава. Почему Камбиан появился? Потому что я сняла этот. Я хз. На самом деле. У меня еще ни разу не появился Камбиан, у меня всегда появился Дева. Возможно, из-за того, что я сняла проклятие, и его не нужно было снимать. Ладно, заберу все подношения уже. Чё мне-то? Короче, божественная немилость. Еще одна. Может быть, сейчас появится. Давай, я все забираю, и давай мне божественную немилость. Это все мне, да. Anything of use? Угу. Back off! She goes into the clean, unless Lord Gortash tells us otherwise. Я тщетно пытаюсь понять. Почему появился не Дева? Снова не Дева. Ну, я хз. Обычно появляется Дева. Короче, давайте тогда я расскажу. Появляется Дева. Что ж я сделала не так, а? Не знаю. И когда он появляется, вы с ним файтитесь, очевидно, вы его бьете. Потом его тело вы берете в себе в рюкзак. И у себя в рюкзаке, у того, у кого вы взяли, вы его не сможете обыскать, и когда вы обыщете, вы ничего не найдете. Но у себя в рюкзаке, когда вы подобрали его тело, вы вводите вот здесь булава Девы или просто булава, и тут вверху сразу появится его булава. Вы ее перетаскиваете к себе, забираете тело, выкидываете, булава остается. И вот эта булава, она одна из самых сильных в игре, но типа
она самая сильная булава. Но это не значит, что она самая сильная как оружие. Это просто как фан-факт, что есть такая штука в игре, и если вам интересно, вы можете ее взять, попробовать. Как-то так. Я правда не поняла, почему у меня не появился Дева. Всегда появлялся он. Я просто не хочу снова сохраняться и делать это же самое, поэтому будет так. Light on my feet. Is that blood? No. Gortash is a vision. Hello, all enough. Nice day for a walk. Vision is cost of living. Так, здесь мы были, я вижу. In my opinion, Какой у нас 11 уровень? every Baldurian У Дамона мы купили броньку. Вот это она вроде. Wait! If we don't repossess, you stay in. Я так еще подумала. Наверное, я все-таки хочу попробовать вам показать освобождение Орфея. Here goes nothing. Что тут у вас? Байлен живой. Not like that, you old goat. Sorry. Слушай, а если я его Didn't убью? teach you to sweep towards the door. Need more business than this to keep the place afloat. Maybe if you didn't eat enough for 3, Balin, you glutton. Sorry. Чтобы объяснить вам, почему я хочу его убить и почему на самом деле стоило это сделать изначально. Сейчас. У меня есть зелье. Вот это. Вот дневник Деррит. Думатоин его потери. Я думала, мы вернемся в город, снова окажемся в знакомой обстановке, он немного успокоится и соберется с мыслями, но нет. Этот старый тарантул остался таким же остолопом, как в подземье. Да еще и раздражительнее стал. Ему нужна моя помощь, и он никак не может с этим смириться. И никогда не мог. Но я больше терпеть не буду. Еще хоть раз он меня ударит, я ему с утра в кашу яд виверны подолью. Ох, варково дерьмо, я это правда написала. Пожалуй, лучше бумажку-то спрятать. Короче, он ее бьет. Swift as my feet can carry me. Она наложила на него, по-моему, то ли заклинание, то ли я не помню, что случилось, но он забыл, скажем так, об этом. Остался все равно таким мудаком, конечно. Но теперь у Деррит мы можем купить... It's you. I never forget a face. Welcome to Bone Cloaks. Doors are still open thanks to that noble stock you helped us with. We've even enough left over to keep ourselves fed. Not that Balin's worth the gold it takes to keep him fattened up. Anyway, we can knock a little off the top if you've a mind to buy. Я хочу поторговать сначала. Мы можем теперь у нее купить добрый гриб, во-первых. Во-вторых, доброгриб хилит полностью все ХП и снимает все отрицательные эффекты. Типа даже если у меня 1 ХП, он мне полностью вернет все. Это, конечно, классно, правда? Но... Сейчас я продам-ка все, наверное. Значит, купить у нее эликсир холмового. И что еще? Кровожадности.
Ну да, достаточно. Короче, на самом деле, было бы лучше, если бы я его не спасала, и тогда бы мы здесь могли просто ей пристроить кошечку. И было бы у нее все нормально. Да-да-да. Как вы с Байленом ладите? Как занозой в заднице, ясное дело. Но он хоть иногда за метелку берется. И то хлеб. Третий вариант вообще капец смешно. Может, будешь полегче с Байленом, он же совсем безобидный. Я его знаю как облупленного. Он может и притворяется ягненочком, но внутри самый настоящий огр без сердца. У меня шрамы есть, могу показать. Давай я его грохну. Ну, неважно. Не суй свой нос в чужие дела, а то народ разозлится. Что? Да я его сейчас убью. Ты рада, что вернулся во врата? Прям с ума схожу. Сектанты бесятся, убийца режет народ на кусочки, здоровенные железные чушки шляются туда-сюда обратно. Это кто? А, вот эти железные. Просто на 7-м небе отчасти. Я не знаю, как бы так убить твоего муженька, чтобы ты не заметила, типа, знаешь, совершенно неожиданно. А давай я попробую, ну просто потому что я могу попробовать, мне ничего не мешает абсолютно. Совершенно ничего. Я должна была это сделать раньше, я не знаю, почему я тогда его решила спасти. А, потому что я... Все, я вспомнила почему. Так. Не, ну вообще... Чисто по факту. Она не видит, что тут с ним происходит, да? Давайте мы все сюда сядем, вот так вот. Я сохранюсь, вот так вот. И... Блин. Вот так вот. А теперь вот. Так вот. Она на меня будет злиться сильно? Да ну слушай, не гони, почему ты злишься, а? Если он... Временная враждебность, это временно. Вот, временная враждебность, это временно. Давай, если вы лишите это существо сознания или убежите из боя, оно может затаить на вас обиду, но не останется враждебным. Окей, пускай затаит обиду. Я его просто грохну, и все, и уйду. И типа, ну, неважно, я просто вот смотри, я сейчас вот так вот возьму и свалю отсюда, да? Да, совершенно верно. Вот. Как-то, типа, свалю. Так свалить. И ты, и вы все свалите оттуда тоже. Типа, вас тут и не было даже. Так вот. Бежать с поля боя. Всем, говорю, бежать с поля боя. Быстро. Ты бежишь. Excuse me. Каких других игроков? Здрасте, я другие игроки. Временная враждебность — это хорошо, никогда на меня все обиделись. Извините, ожидания других кого? Ботов? Кого вы ожидаете? Я не знаю. Пусть ожидают. Почему ты не можешь бежать с поля боя? Я не поняла сейчас прикола. А, потому что противники близко. Да, логично. Я поняла, просто так убить его не получится. А жаль, я очень хотела. Я не знаю, но я просто хотела, и чтобы у нее была кошечка. Я попыталась. У меня не получилось. Я свой шанс профукала, получается. Если бы она только не сагрилась на меня, было бы нормально. Может, ее усыпить как-то? Ладно. Пофиг. Пофиг, не хочешь, не надо, знаешь что. Вы там пока бежите.
А я вроде темный соблазн, да? А ну-ка сейчас проверим. Вот так вот. Сохранилось. Вот так вот. Доброгриб скушала. Закашлявшись от резкого вкуса гриба, ты внезапно вспоминаешь эпизод своего омерзительного прошлого. Перед тобой величественная коллекция, полки, полные аккуратно подписанных стеклянных банок с законсервированными органами, ряды выпотрошенных чучел, зверей и людей, умело запечатленных в момент смерти от твоей руки. Да, к этому явно приложил руку твой уродливый слуга. Вы с дворецким проводите вскрытие. Внезапно клешня скелеталиса соскальзывает, и кранциркуль впивается в аорту кричащего от боли и ужаса подопытного. Заорать на него, ткнуть слугу тупой рожей прямо в распоротый мочевой пузырь подопытного, прижать пульсирующую артерию одной рукой, продолжил вскрытие другой. Вот это, конечно, смешно, давай третий. Тебе не впервые извлекать кишки подопытного левой рукой, но ты, ругаясь как моряк, вновь клянешься, что впредь на такое не пойдешь. Вспоминание блекнет, и ты остаешься наедине с собой. Да, вот так вот. Если за темный соблазн выпить доброгриб, то будет воспоминание. Также, кстати, Shadow Heart, если дать его ей, тоже будет воспоминание у нее про ее жизнь. И, кстати, нужно это сделать будет. Ну и вроде все. Помимо очевидных плюсов, что оно полностью хилит и убивает убирает все негативные эффекты. Ладно, не буду я это собирать, мне впадло. Да что такое, я чихаю весь день, но при этом я не болею. Я не знаю, просто чихаю. И у меня нет никаких аллергий, по крайней мере, на что у меня может быть аллергия дома, если я тут 24/7 никуда не выхожу. Почти. Типа не было, а тут появилось. Ну, может быть, ладно, я хоза. With pleasure. Господи. Я опять сейчас буду чихать, как больная. Да. Нет, не буду. Ладно, фиг с ним. Так. Чё? Рычаг потяни. Ключ от сейфа 3 в счетной палате. Я беру. Уведомление. Зелье варим, пошли вон. Окей. Пофиг мне на ваше зелье. Вы туда не подходите близко. Рецепт дубовой кожи. У меня, наверное, есть. Взрываться мне тут не надо. Да вы приколисты. Свеча лос. Письмо от целителя. Госпожа Костяной плащ, обследование состояния вашего супруга показало, что он страдает от ухудшения когнитивных способностей, которое вполне поддается лечению с помощью доброгриба. Поскольку я знаю, что ваша аптека торгует этим грибом, то не сомневаюсь, что он скоро выздоровеет. Поздравляю с такой радостной новостью. Пусть не выздоровеет. Keep a blade close. Easy. At least things have stayed interesting. Да, идем дальше, значит. Don't waste a step. Вообще, знаете что? Вы все стоите тут, наверное. Я сама слетаю, куда мне надо спокойненько, чтобы никто ничего не взорвали. Осколок фиолетовой фигни я возьму. Кончика. Полынь я возьму, а сюда я, в принципе, могу и пролететься. Вот. Зелье скорости. Алхимические заметки Байлена. Вообще никаких шансов нет
это клятое зелье сварить, пока тут Дерри туда-сюда шляется, корова жирная. Метет так, как будто и платят за то, чтобы она меня с ума свела. Может, полынь, может, аммонита. Надо Дерри послать на охоту. Опять неудача, из-за помещения оплатить срок подошел. На улицу бы ее выставить, пусть зарабатывает. Я грыбу, вот это он тварь, конечно, падла вонючая. Я все сказала. Не, ну я знала, что он мудила, типа, да, понятно, но он вообще, конечно, гнедос тот еще. Прям вот, ну, гнедос. Cursed to put my hands on everything. Ай, ладно. What's hiding here? Варюка. Мы были тут? Конец моей веревки. Что? Многоуважаемая аптекарь Костяной плащ, я пребываю в затруднении и нуждаюсь в медицинском совете. Чтобы избавиться от головокружения, последние 9 месяцев я ежедневно пью целебный настой, рецепт которого взят из Балдурского вестника. Все делаю в точности, как указано, только шире добавляю вдвое больше. Проблема в том, что снадобье не помогает. Приступы вернулись, а увеличить дозу мне страшновато. Я же помню, что с тетушкой Бальмирой случилось. Что бы вы мне посоветовали? Загляну к вам завтра за консультацией. Ложит страсти к путешествиям. Костяной плащ. Я собираюсь в экспедицию за грибами, которая обещает быть весьма выгодной. Не желаешь ли присоединиться, а заодно и немного развеяться? Мне, надеюсь, дали годную наводку на волшебный круг камышовых поганок, троллей и чаще. Там должно хватить нам обоим. Если тебе интересно, пакуй свое снаряжение охотника-грибохода и встречаемся через 10 дней в боющей волне. Это в фонаре Ластарля, выше по побережью. Буду ждать. Вы тут колдуете, конечно. А, пойду сюда. А родин, я тебя помню. Ларакана ищет. Ха, песня ночи. Слышишь? Извини, мы ничего не нашли, обмануть. Ну, типа, его это волновать не должно, что там у меня с песней ночи. Иди отсюда. Все. Тебя никто не просит тут стоять. Надеюсь, вы меньше людей потеряли, чем я. Долбаные гоблины. Ларакан мог бы предупредить. Да провались оно в ад. Ларакан и его песня ночи мне жизнь испоганили. Если тебе твоя жизнь дорога, лучше туда не суйся. Я тебе так скажу, я Ларакана просто прихлопну, если чё. Как бы на раз-два. Знаешь что, покажи мне стрелы, у которой у Астариана. Стрелы, так, это все сложила бы, пожалуйста, а то я чё. Капец, у меня стрел. Дракона, гуманоида, дракона, нежить, конструкции, звери, нежить, чудовище, элементалей. Грыбать у тебя стрел, слушай, хорош. Так, ну, короче, стрела, которая мне нужна, у меня есть. Это стрела магического вмешательства, чтобы наложить немоту. А там, в принципе, вообще насрать. Единственное, чего у меня нет, это свитков... О, Ролан! Зайчка! Привет! Говорят, здесь обретаются какие-то исключительно одаренные заклинатели, а ты какими судьбами? Нет, я не буду этого говорить. Видок у тебя, прям скажем так себе, что у тебя с лицом? Он побитый. Проницательность провалена. Да ты побитый! Так, давай сначала поторгуем. Ой, а я грибу, я помню, что я должна у тебя купить вообще?
сферы. И вот этих свиточков. И свиток есть у тебя, который... Я не вижу. Я вижу вот это. Ну, это тоже сойдет, конечно. Но я вообще другой ищу. Нет у него того свитка, который я ищу. Ну, в принципе, ничего страшного. И так сойдет. Ну... Да ну и все тогда. Че еще? Eager for battle. Attention! Someone there? Пу-пу-пу. Ну да, пофиг, тогда все. Я могу только продать тебе какие-то ненужные свитки, типа вот... Видение невидимого пусть будет, волшебный засов пусть будет. Газообразность, грозные очи, завораживающий взор. Вот это стена огня. Вот это. Планарный слуга тоже пофиг, плыть в камень пофиг, подчинение гуманоида насрать. Полиморф тоже пофиг. Порыв ветра нафиг. Нет, ладно, стой, верни порыв ветра, вдруг понадобится. Что понадобится? Вот это и вот это нафиг. Вот так. Ну и все, и нормально. Много кто спрашивает о песне ночи. It's all I deal with these days. People claiming their trinkets are the real night song, looking for the mountain of gold Lorroakan promised. There's even a pamphlet. Take one. They're on the desk. У меня есть информация о песне ночи не пойдет. Песня ночи, так она сейчас в моем лагере живет. You must be mistaken. Уверен, ты ошибаешься. Песня ночи очень древняя реликвия. Во всяком случае, господин Лорроакан так считает. Но если тебе правда что-то известно, господин непременно захочет выслушать тебя. Поднимайся по лестнице, там вход в его башню. Слушай, ты же понимаешь, что ему хамбец, господину-то? Потому что если не понимаешь, то фигово. Это у меня ритуальное заклинание? Ритуальное. Вот крабика возьми, чтобы был. А тебе даже... Я тебе крабик даже дам. Не дам. Don't burn yourself. А, вот скороход. Хотела сказать скорострел, что? Почему? Призванный крабик. Все, живи. Пойдем. All this magical hoo-ha. Welcome, dear patron, to the floor at the top of the Лорроакан stairs. проекция. If you have information Если тебе about что-то the известно о песне ночи, night тебя song, ждут сказочное богатство. Если же ты явилась докучить великому волшебнику if you are Лорроакана, here to советую waste the передумать. great wizard Lorroakan's time, reconsider. Ты припоминаешь это заклинание проекции изображения. Правда, от великого волшебника стоило бы ожидать лучшего исполнения. Я такая вся в крови. Let your knowledge determine your path forward. Окей, мое знание это прекрасно. А давай сходим в лагерь и спросим песню ночи. Кстати, что-то начала говорить Карлах. Куча волшебной чепухени. Гелу бы точно понравилось, но ее прервали. Спасибо большое. Песня ночи, это где вот ты? Дева Эйлен. Клянусь молоком матери, твой вид красноречиво говорит, что вести дурные. Говори же, что тебя так встревожило? Тебя ищет волшебник по имени Лорроакан. Неужели? Ты скажи, для чему его понадобилась дева Эйлен? Я знаю только, что он обещает деньги любому, кто доставит тебя к нему. А нет, он объявил награду за тебя, так что сейчас тебя разыскивает один весьма свирепый наемник.
Пусть приходят, пусть попробуют найти меня. Дева Эйлин поразит любого, кто желает ей зла. Однако, лучше отрубить голову змеи, чтобы она не наплодила новых змеенышей, которые опять приползут тревожить меня. Этот волшебник должен ответить за свою подлость. Я голыми руками откручу ему голову. Да, Аркурдж одобряет. Давай разделаемся с ним вместе. Да, и пусть его смерть лишь укрепит узы нашей дружбы. О, я тоже пойду. Хочу сама ему всыпать. Родная, мы условились, что сегодня ночью ты разведаешь, где ближайший селонийский анклав. Пусть каждый отправится по своему делу. Тем быстрее мы закончим, заботами не встретимся. Я не отпущу тебя одну. Кто знает, что задумал этот волшебник? В смысле, Яна не одна. Полагаю, наша союзница отправится со мной, не так ли? Вместе мы легко и быстро управимся. Поспешим же к этому Ларакану немедля. Я жажду встречи с ним не меньше, чем желает меня пленить. Да пошли. Ему хамбец, короче. Ему хамбец, но на всякий случай я вызову себе вот этого Веном. Оно у меня здесь. $200. 200 золотых, и мне можно будет тогда призывать этого элементаля, сколько я хочу. Правильно? Правильно. Тогда давай я возьму. Пупу. Вот. Вот так. 4 уровня. Бесплатное заклинание. Хотя бесплатное заклинание тратить на 4 уровень я не буду. Это что, не... Нет. Призыв малого элементаля Эйзер. Пошли. What's cooking? Так. Табличка. Песня ночи — бессмертное создание, дитя божества. Песня ночи — бесценный рубин из далекого чужого мира. Ну, короче, это первый вариант. Портальчик. Выпрыгивали мои усики. Что палишь? Ролан. Кто это у нас тут? Волшебник, который прячется в башне от страшного мира. И чего ты так боишься, Магус? Уж, конечно, не песни ночи. Что ее бояться? Она всего-навсего ценный артефакт, который можно купить или продать. Песня ночи живая? О, наконец-то. Вот и ты, дорогуша. Слышишь? Ты должен обращаться ко мне с должным почтением. Я дева Эйлин, а ты мерзавец без чести и гордости. Гриб в башне с кучей побрякушек. О, прошу прощения, дева Эйлин. Я не хотел вас оскорбить. Давайте начнем сначала. Позвольте представиться. Я Ларакан. Счастлив познакомиться. И также с вашей спутницей, которая наверняка известна, что я искал тебя, дева. Да, ты предлагал целую гору золота тому, кто доставит тебе песню ночи. Объясни, почему. Дева Эйлин, я обнаружил некое устройство, которое позволит другим разделить твое бессмертие с тобой. Оно не причинит тебе ни боли, ни прочих неудобств. Ты, полагаю, служишь своей матушке Селуне. Она благословила наш мир многими дарами. Одари же нас и ты. Нифига ты, слышишь, дофига хочешь.
by sharing yours. Ты хочешь не разделить мой дар с другими, ты хочешь украсть его и присвоить себе. Ты смеешь угрожать мне той же магией, которая истязала меня целых 100 лет. А я надеялся достучаться до твоих лучших чувств. Должно быть, я тебя переоценил. Не беда, у меня имеется целый арсенал средств убеждения. No bother. I have an arsenal of implements capable of convincing you to see reason. Кое-кто уже пытался украсть бессмертие Песни Ночи. Его звали Кэтрик Торм. И теперь он мертв. But his magic Пусть мертв, но его волшебство живо. Я обращался к твоему благоразумию, но вижу, тебе нравится все усложнять. Мальчишка, как только я починю Асиамара, она должна попасть точно между сковывающих рун. Асимара. Я бы никогда не стал вам помогать, если бы знал, какие ужасы вы задумали. Вы соврали, чтобы сюда привести Песни Ночи. Мы все думали, что это какая-то реликвия, а не живое существо. Я видел, на что способен настоящий лидер. О, и вы совсем не такой. Я тебе говорю, это тоже голос Казадора. И Казадор тут играет половину злодеев, озвучек. Ну и что, ты самый умный, типа, да? Окей. На словах ты как бы... Да. Да, это все прекрасно, Ларакан, но... Роланчик со мной. О, он милашка. На самом деле, я уже говорила еще, скорее всего, в самом начале, но он один из тех персов, которые реально очень-очень классно растут по мере прохождения игры, и ты прям видишь, что он развивается в плане, как персонаж раскрывается, и... Но он классный. Я его люблю. Я его обожаю просто. Немота. Немота на этого лоха. Ларакан, ты не мой. Боже, он еще и почти помер. Контри. Ого. А немоту ты не наложил? Наложил. Но он сейчас умрет, пофигу мне. Так хорошо. Сталин, ты молодец. Может даже доброгриб выпить, где он там есть. У меня. Не можешь, да? Ну вот это выпей туда. Фиг с ним. Те, куда кого? Чел, ты кто? Миклаур, 8 хп первого уровня. Ты нормальный человек, как ты думаешь? Удачи. Их вроде нельзя распластать, но выбить у них оружие вроде как можно. Невосприимчивость нельзя. Ну, значит, просто бей. Это приколистка. Ладно. Костя. Уязвимость к психическому урону. Ну, нет. А ты кто? Как вы называетесь? Там элементали. Нежить, дракон, гуманоид, элементаль. Ну, можно кого-нибудь. Типа того. Некритический. Множество целей можно. Да, вот типа того. Можно еще раз множество целей даже. Да, вот типа того. A better position.
Там кого-то убил сейчас? А, моего крабика убил. Ну, ради бога. Пускай отвлекаются на них. Мне эти крабики вообще ничего не стоят. Буквально ничего. Че, я хочу их молнией шибануть? Как думаешь? Ну так-то, чтоб... Да не, нафига тратить целую молнию на них? Неохота как-то. Давай лучше что-то такое. А, я могу потратить метамагию. А, это быстро. Ну да, ладно, окей. Ролан и Дева Эйлин не могли бы вот отойти, не могли бы. Сколько ты урона даешь? 14,35. Угу. On my way. Давай бесплатное заклинание. Watch this. Close ranks. Лужка. Тридцать пять. Угу. Маловато. Ролан, блин, не умирай только. Да. А чё у тебя психический урон? Ну, фиг с тобой. Молодец. Gods, it's hot in here. Карлуша, попади, пожалуйста. Спасибо. О, классная катсцена. Ты жаждал посадить меня в клетку, купить меня как товар за золото. Пусть же каждый коварный магус, каждый злоказненный убийца, каждый торговец живым товаром, что наживается на чужих страданиях, видит. И когда ее светлый лик развеет мрак ваших злодеяний, ее краса и сияние истребит вас. Она его тупо сломала. Ну, как мы его, конечно, до этого еще чуть-чуть присобачили, но она его тупо переломала. Боже, это идеально. Дейм Эйлен, ты как?
The firehead fool Рыжеволосый is болван dead. мертв. Ну вот теперь я гляжу на его Yet труп as I и stare чувствую upon his corpse, печаль. I feel Почему? sadness. Why? Последний вариант. Быть может, ты грустишь от того, что не можешь убить его еще раз. Что же это за печаль, A gripping in the chest, от которой сжимается сердце? as though Как I будто я lost потеряла someone. кого-то. Что-то. Something. Несомненно, обычное утомление от боя. Ну, а ты, как всегда, блеснула You битва. were excellent Для in меня battle, честь сражаться рядом с таким As is your союзником, союзницей. and I am proud to fight at your side. And you, Tiefling. Да, и ты, Тифлинг, You did not тоже не embarrass посрамил yourself. себя. I will catch Я my переведу breath, дух, а потом then отправлюсь to отдыхать camp в I will лагерь. bring my bones. Moon Maiden be with you. Тифлинг, ты где? Вот ты, Ролан. The Roaken is dead. The bastard is dead. С тобой все в порядке. I am. Теперь да. Now Когда that от этого the ублюдка остались bastards and только deaths. рожки до ножки. Lorraine was Ларакан a был cruel редкостным and vicious мерзавцем. man. Днем я управлялся со всем в магазине, By day ночью он I'd изводил tend меня shop, абсурдными but at night- вопросами. He'd fire the most nonsensical questions at me. And for every one Каждый I раз, когда я answered отвечал wrong, неправильно, он меня избивал. he'd beat me. Я мог бы его голыми руками задушить, но полагал, что это своего could have рода killed him with my испытание, own но two что hands. еще? But I kept thinking it was all a test. It had to be. I thought it was the price I Я had думал, to что pay должен to заплатить become эту a цену за true право wizard. стать настоящим волшебником, а теперь я понимаю, что он был I просто злобным realize now психом. he was just a sick, sick man. Теперь он мертв. Все кончено, ты победил. I have, with your considerable help. I see things clearly Теперь now. мне совершенно ясно, если я хочу владеть тайнами плетения, должен буду сам сделать это. Thankfулly, К счастью, I have здесь у меня есть для everything I этого need. все необходимое. right here. Да здравствует Ролан, хозяин башни Рамазита. Oh, I like the sound of that. I do indeed. I'll move Cal and Я Leah in приглашу сюда immediately. Кела и Лию. The Ларакан не Roaken разрешал им refused to здесь let them жить. stay here. Уверен, башня They are придется им по gonna душе. love the tower. I wouldn't have this Без тебя у меня бы не было tower, ничего, ни семьи, my ни family. башни. without you. Чем я могу отблагодарить тебя? What can I О, do почему с to ним нет thank you? романа? Он такой милашка, ну боже, я не могу, он такой хорошенький. Город осажден изнутри, мне нужны надежные союзники. And you'll have me. I'll learn everything I can about the tower in the meantime, even if I have to rip this place apart. But know this. Ramesses Tower and its master are now your friends. And when the time comes, we will stand by you as allies. Милашка. А ну стой, давай поговорим еще раз. I won't hide Я не behind стану lies and прятаться за cheap стеной tricks лжи и like дешевых Heroic. трюков, как Ларакан. I will Клянусь, rule я this буду tower достойным as it хозяином should этой be. башни. I swear it. Thank you, my friend. А где твои брат, сестра? Не, я прям не могу, боже. Хорошенькие такие. Trust no one. Indolence breeds madness. No one stopped me yet. А, да, у меня даже нет больше коротких отдыхов. Не, ну так-то и пофиг вообще-то. Можно тупо пойти поспать или... А, ну да, можно пойти поспать. Так будет лучше. Отчаяние и приют. Так, я беру. Нужно, наверное, заглянуть... Книжный трон прикольный такой, мне нравится. Нужно, наверное, заглянуть в гайд. Так, да. Если что, я посматриваю в гайд по билду, тот, который мы с моим другом сделали сами, типа, поэтому... Ну, в большей части он, конечно, но... What's in here? Короче. Отчаяние, откал. Вот, короче, это пусть просто будет. И вот этот приют, оно мне нафиг не нужно, но тут есть кое-что важное. На самом деле. Но оно внизу. Короче. Там нужно, по-моему, пройти проверку на интеллект.
На интеллект. У кого тут больше всего интеллекта из нас? А, ну у меня. Ну это хорошо, тогда я пойду проходить его. Так, успех, магия. Угу. Внизу. Я не помню, какая кнопка мне нужна. Внизу, наверное. А, ну так, наверное, кнопка внизу мне нужна. Очистка. Это явно не то. Я сомневаюсь, что это... Внизу, наверное, это оно. Давай внизу. Кнопка плетения внизу. Я сохранюсь. Да, это она. Так. Рычаг. 20 класс сложности? Ты чё, приколист? Ой, 20. Проверка на интеллект на 20-ку. Ты чё, гонишь? О май гад. Если у тебя не получится, я нажму F9, потому что мне впадлу сейчас будет заниматься этим, правда. Да не гони. Я что, сейчас все вдохновение на тебя потрачу? Ну, походу. И все равно не смогу. Знаешь что? Знаешь что? Я пойду тогда туда всеми. И тогда у меня точно получится пройти проверку на интеллект. А мне просто впадло заниматься этим по-другому, поэтому я лучше перезагружу, еще раз пройду проверку на интеллект. Просто со всеми пойду туда. Вот эта штука, вот эта. Липкая. Нет, не то, стоп, не эта штука. Где она? У кого? У кого этот? Вот. Давайте все сюда придете вы. Абсолютно все. Угу. Асти, я знаю, ты можешь пропрыгать. Угу. Лайзеля тоже. А, то есть не Лайзель, Карлах. Карлах тоже. Тут эти столики как бы не просто так стоят. Story. 1, 2. A trap. Time to dance. Все тут? Пошли вниз. Наставление и все хитрость. Давай так. 9. Хреново, давай не лиси хитрость. Давай бардовское вдохновение. Почему ты не даешь мне бардовское вдохновение? Почему ты не даешь мне бардовское вдохновение? Сейчас объясни. Не пон? Спасибо. Правда, спасибо. Тут у нас одеяние плетения, которое я надену на себя. Вот. Вы получаете бонус +1 к испытаниям против заклинаний. Пожираю всякий раз, когда владелец успешно проходит испытание против заклинаний, у него устанавливается 1-6 и класс брони +2. Вот так. Подожди, а если вот так? Да, это хорошо, это очень хорошо. Тут даже класс брони поднялся. Мне нравится. Оно, кстати, выглядит неплохо, это одеяние. Как у тебя, быть может, магия провал, скажи мне.
Ключ от таинственной двери в волшебных принадлежностях. Это все мне. Need to find a way forward. Спасибо. Вот, это тоже мне. Это тоже мне. Оба. Лайзель, будешь носить с собой кровь Латандера. Марка Хешкер. Название такое интересное. Полуторное. Вы получите бонус +1 КС испытания при заклинаний к броскам атаки заклинаниями. Магическая батарея с этим мощным. А где она? А вот она. Батарея. Не придется тратить ячейку заклинания. Да-да. Да-да, это хорошо. И вот это вот можно открыть кому-нибудь пошарит. Зачарована май. А что это вообще такое? Ключ от чего? От чего бы он ни был, я его заберу. Я его все равно заберу. Открыть как? Кнопка плетения наверху. Я беру. Я вот не помню. Тут, если магию не пройти, то типа все, пройдешь, можно еще как-то открыть. Не помню. Может, мне этот ключ и не нужен вовсе. Well, hello. Да, типа того. Ключ от защищенного хранилища один. Вот так. Все просто. Кнопка наверх. Ну, в принципе, можем тут полазить, посмотреть, что тут есть, и забрать себе. Очистка нам не надо. Оп. Золотой сундук. Тут можно позабирать всякие штучки, потому что, ну, плюшечки забавные. Я просто хочу пошариться здесь, пока забрать все, что я могу забрать. Хранилище. Кстати, в хранилище мы, да, можем отсюда попасть, чтобы не сильно шариться. Чтоб легче было. Так и сделаем, в принципе. Сейчас только обыщем это место. Список задач волшебника. О, деньги. Дела, с которыми мне требуется помощь. Подметание главного зала, вынос личных вещей Ромазита из моих покоев, перемещение ценных книг, подобных анналам Карсуса в безопасное хранилище Карсуса и прочее. Если Миклаур не сможет справиться с такими простыми вещами, нужно заменить его парочкой оживленных доспехов. Безумие Карсуса. Текст в этом древнем и пострадавшем от воды фолианте практически невозможно прочитать, за исключением небольшого отрывка. Карсус, мистика-самоучка, во всем своем пустом тщеславии, презрев общепринятую мудрость, объявил, что кризис вынуждает его встать на защиту волшебной ткани всего чародейства и заменить опозорившуюся богиню плетения Мистрил на другого бессмертного хранителя, более мудрого и крепким разумом. «Кто же это может быть?» – спросили изумленные нитирийцы, и Карсус им ответил: «Кто, как не я? Разве не я овладел всеми известными заклинаниями и многими неизвестными? Разве не выковал я эту корону трижды совершенную, которая вольет в мой мозг всю волшебную мудрость Нитирила? Да и самой Мистрил, конечно, да будет так. Быть может, ты подождешь, умолял владыка Тень, пока...» Я беру. Пока. Best be on my way. Be quiet. Breathe deep. Давайте тоже снаружи полазим. Тут есть забавная штука. Что за шляпа?
Шляпа из змеиной кожи. Ну, красиво. Прикольно. Better be cautious. Can't slow down. Вот кнопка влетения, которая артиллерия. Я ее не буду нажимать. Но прикол в том, что если ее нажать, то оно выстрелит с какой-то фигни. Я не знаю, куда оно попадет. Поэтому я не буду нажимать. Ась. Магические руки, смотри. Прикольно. О, тут какие-то книги. Альтернативная перспектива плетения. Очарованный я. Книга описывает долгие годы учения немолодого заклинателя искусства очарования. Холодным, небрюдным был тот день, когда я узнал на своей шкуре, что неудачная попытка очаровать более умелого волшебника – опаснейшая игра. Впервые я повстречал кавальерин Дрейтуэйт в калишитском кабачке. Шла игра в карты по каким-то особенно непростым правилам, которых я никак не мог понять, но будучи юным и безрассудно самоуверенным начинающим волшебником, я решил применить свои ничтожные познания в очаровании, дабы выиграть. Я потихоньку попытался очаровать сидевшую слева от меня хрупкую пожилую даму. Она показалась мне особо несведущей, которая вряд ли способна будет хоть как-то сопротивляться моим фокусам. В следующее мгновение меня швырнуло о кирпичную стену бара, затем об потолок и снова о стену. И только тут я понял, что хрупкая дама — это кавальерин Дрейтуэйт собственной персоной. Мастерка волшебных искусств, авторка того самого учебника, по которому я изучал так незадачливо примененное против нее очарование. За наглость я получил от нее крепкую трёпку, а потом мы стали друзьями и на всю оставшуюся жизнь. Мило. Хорошая история у них. Мне нравится. Очарованный я, альтернатива. Окей. Так, а где тут кнопка плетения? Не то. Внизу тоже не то. Наверное, не в ту сторону я пошла. А вот это безопасность тоже не туда. Мне надо было вот сюда пойти. Хранилище. Вот это оно. Что у нас по времени? Как раз... Ого, как потемнело, я грыбу. Но это атмосфера, не обращайте внимания. Хранилище. Я сохранюсь. В следующей серии тогда мы пойдем в хранилище, и я вам покажу там 2 тайные комнаты, которые на самом деле не очень легко найти. Я первый раз 5, наверное, прохождений своих, я их не обнаружила. Столян, ты все время ходишь в приседе сейчас, я правильно понимаю? Давайте просто туда переселимся. Переселимся, да. Мы переселяемся. И останемся здесь. Всеми, говорю, переселимся. Все ко мне. Ну-ка, плетение. Вас что, по одному переселять? Ну хорошо, давайте по одному. Спасибо вам, Ничета, за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.